привет! Приехал к нам вот такой вот самосвальный полуприцеп Грунвальд клиентский на ремонт. Опрокинулся он. Ребята решили с помощью нашего сервиса отремонтировать. Показываю вам его состояние сейчас, а потом покажу после ремонта. Посмотрите разницу. В процессе ремонта, конечно, я тоже буду снимать. Вот в таком вот оно состоянии сейчас. Значит, бок мы видим, как тоже выгнуло достаточно сильно. Все это отремонтируется, будет ездить дальше и приносить деньги своим владельцам. Первым делом кузов снимаем, да? И занимаемся рамой. Откручиваем болты. Здесь, смотрю, приварили специально, чтобы не перевернулся на ту сторону полуприцеп. Ну вот, собственно, на сегодняшний день выглядит полуприцеп так у нас. Видим, что его уже подровняли. Вот так, когда сводишь, уже видно, что сходит. Сначала раму сделают, потом кузов. Отрезали вот это вот ребро жесткости верхнее. Он еще выгнут пока что. Воскресенье прошла, меня не было. Ну вот за выходные сделали эту часть. Приступаем планомерно к кузову. Не, оно и так видно, что тут бугор по центру. Ну да, высоко уходит. Уходит высоко. Она должна идти вот по этой линии вверх. Конечно. Вот так вот. А здесь у нас вот так. Это вот. все вместе, все связки держит. Это лопины там. Она разорвала все. К сожалению, здесь постоянно не могу находиться. Процесс идет медленно. Чтобы весь процесс снять, надо будет потратить неделю. А вот в этот угол надо сделать. А, ну да, сразу. Да, сразу, что я сейчас побегу туда. Сейчас вот это сделаю там чуть-чуть. Сейчас его немного внутрь задавили. Ну, здесь для фиксации пока что внутри швейлер подварили. Потом, когда вот это вот ребро жесткости здесь уже установится, то уберется. Здесь такую часть установили, отверстие сделали, пол прикрепили, чтобы жестко стояла вся конструкция.
помните, как она уходила в бок, а сейчас как сводится. Вот, небольшой угол остался. В кузове сейчас вот так вот. Наварены швеллеры дополнительные внутри, чтобы придать жесткости конструкции, чтобы с обратной стороны вот этот вот швеллер, который там срезан, нормально установить. Так уже в плоскости видно, как все изменилось. Передний угол тоже сделали, вырезали части, варили. Так, теперь нам нужно подровнять пол. Для этого внутри сделана вот такая вот конструкция, чтобы был упор, можно было нормально выдавить. Вот эти вот временные конструкции, когда проварится верхний швеллер, они уберутся. От них не останется и следа. Здесь у нас все проварено. Длинный швеллер проварили от начала до конца. И идет подготовка к покраске рамы полуприцепа. Так, смотрим переднюю стенку. Шикарно. Смотрим боковую. Подготовка к покраске кузова. Собственно, покрашенная рама, это как новая, ничего не заметно, все аккуратненько, эстетично. Такой вот красивый получился. Ресиверы, энергоаккумуляторы тоже покрашены красиво. Первый слой. Уже подготавливаемся к установке на раму. Рама, я уже показывал, собрана. Перемещаем кран-балку.
конечный результат. Перетрясли здесь сразу тормоза, подвеску, все новое поставили, обслужили. Получилось довольно-таки неплохо, я считаю, с учетом того, что было. Все ровненько, аккуратно. Владельцы самосвальных полуприцепов нередко сталкиваются с подобными ситуациями, тем более у кого их много, у кого большой парк. И порой не знают, что делать с полуприцепом, тем более, когда он свежего года, грубо говоря, год-два поработал, ему еще работать и работать, но попал он в такую ситуацию. Продать его на разборку, попробовать самому по запчастям продать, это очень сложно и невыгодно из практики. Так как по сути здесь продается 3 оси, модулятор, по мелочи ресивер, энергоаккумуляторы, но это не так быстро, то есть они могут и залежаться на длительный срок, скажем так. В общем, это будет невыгодно. А вот если отремонтировать и дальше эксплуатировать, то есть это очень выгодный вариант в большинстве случаев. Конечно, когда там раму в узел не связала и кузов полностью там не развалился. Поэтому будем рады помочь вам. Любые виды кузовных ремонтов мы производим. Все у нас на месте, и покраска, и ремонт. Касается не только самосвальных полуприцепов, любых грузовых автомобилей. Номер телефона мастера-приемщика кузовного цеха я оставлю под этим видео. Если что, звоните, присылайте фотографии, вам все проценят, а там уже дальше вы примете для себя решение, что вам выгоднее. Грубо говоря, на металлолом сдать, что целое продать, либо же отремонтировать и дальше эксплуатировать ваше транспортное средство. Спасибо всем за просмотр, всем здоровья и удачи, до новых встреч!